Всем привет! Давно ничего не снимал для канала, так как не было времени и хорошей погоды. И вот наконец наступили майские праздники, я подумал, почему бы нам не выбраться на Биштау. И вот я такой сижу и думаю, что бы такого интересного бы можно поделать на Биштау. Вроде бы везде уже были, все облазили, нужно что-нибудь новенькое. И ко мне пришла такая идея, почему бы не сделать субботник на горе. Прогуливаясь рядом с одной из штолен, к нам пришла идея, почему бы не устроить субботник внутри уранового рудника. А почему и нет? В штольне ходит очень много народа, после него остается очень много мусора. Целью была выбрана 13-я штольня, так как она нам была по пути, да и сейчас в теплые времена там не сильно радиоактивно. Что из этого вышло, смотрите дальше. Ну вот, собственно, мы уже в штольню зашли, залаз сам не снимал. Как видно, мусора здесь предостаточно. Раз бутылка из-под пива, минералка, еще где-то третья, да, ребята видели? Ага, ну вот, да, еще, Я да. знаю, здесь бутылка. Я знаю, здесь она будет. Бутылка Очень будет понятно. дальше, да. Короче, работы у нас здесь много, у нас план такой. Мы сейчас доходим до конца штольни, посмотрим, как говорится, проанализируем, где самые мусорные места, и уже снизу пойдем, ну, сдалека, с самого конца пойдем обратно. Согласны, ребята? Ну да. Все, Женька, давай, вперед проходи. Боец. Пришлось одеть респиратор, здесь затоплено немножко, но мусор все-таки ж есть. Вон ребята там. Воды много, но мы двигаемся вперед. Тогда увидимся уже в конце. Мощность дозы 3,6 миллирентгена в час. Опасно. Все, наконец-то мы дошли до конца. Снимать тут нечего, собственно. И будем убирать мусор. Каждую маленькую пачку из-под сигарет. В основном здесь что, Никит? Бахилы, маски, и бутылки, да. Бутылок очень много тоже от алкоголя. Но пока у нас не очень много. Вот, как можно видеть, мы идем, и мусора почти нет. У Никиты такой фонарик хороший, классный. Так, нашли батарейки. Вон они. Это очень вредный мусор, поэтому мы их берем по-любому. В общей сложности за 1,5 часа мы вытащили целый пакет мусора. В основном это были бутылки, банки, очень много респираторов, одноразовых перчаток и прочего. Ребят, убедительная просьба, если вы посещаете подобные объекты, пожалуйста, не мусорьте. Такие вещи, как одноразовые маски и перчатки, конечно же, удобно выбросить, потому что они радиоактивные и загрязненные. Но, пожалуйста, сложите их себе в пакеты и донесите, пожалуйста, до дома или до ближайшей мусорки. Просто посмотрите, во что превратилась 31-я штольня. Кто знает, тот поймет. Это какая-то жесткая помойка, в которой даже стрёмно ходить. Спасибо за понимание. Ну давай, доставай, только трутни не раздави. Давай мне в руки. Ага. Ого, тяжеленький. О, сколько нас собирали. Это уже не дозиметр зараженный. А так где-то, ну, микрорентген 300 будет фонить от него, ничего, распадется через сутки. А вот Никитин респиратор что-то вообще злой какой-то. Мощность дозы 24,1 миллирентгена в час. Опасно. К сожалению, мы задержались в тренажке, что-то слишком долговато. В планах было еще 27-ю немножко почистить. Но ребята, которые не лазили с нами, сказали, что все, мы хотим домой. Поэтому 27-ю оставим на следующий раз. Вон и так, как видно, мусора предостаточно у нас. Все-таки ж набрали 4 пакета. Раз, два, три, 4, даже 5. 5 пакетов. Так что вот так. День провели с пользой и для себя, и для общества. Поэтому всем пока, не сорите в штольнях. Сохраняйте природу. Чтобы
согласитесь, приятно потом залезть, и чтобы куда-то сходить, чтобы все было чисто, а не когда ты видишь бутылки из-под пива, маски, респираторы вся под ногами. Вот так, все. Всем всего доброго, берегите себя.